Всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И, ребят, для вас я делаю обзор новой колоды Таро Мир видений. Очень шикарная колода, которую я ждала длительный период, больше 4 месяцев, так как с текущими условиями, с войной в Украине, очень многие посылки, естественно, терялись, не доезжали. Наконец-то эта красотка ко мне доехала. Все-таки нашли, переслали, за что огромное спасибо работникам почти за їх сумлінну працю. І ще я хочу дуже щиро подякувати моїм сусідам за такі гарні квіти. Ви надзвичайні, я вам щиро дякую. Ну, а теперь приступим к обзору данного инструмента. Колода этого издательства у меня не единая, у меня есть и предыдущие версии, которые я покупала и самостоятельно «Темный особняк», и Таро, господи, Таро элементарной мудрости, до этого они мне еще присылали колоду. И вот сейчас ребята прислали на обзор вот еще один свой инструмент. Да, но колоду я не покупала, это как промо-ролик, то есть, можно сказать, в виде рекламы. Но колода действительно достойная, достойный экземпляр, как, в принципе, все то, что они делают и производят. Ну, давайте знакомиться. Итак, это инструмент, который вышел в 2021 году, в конце 2021 года, носит массово уже в тираж, вошел сейчас в продажу. Как мы видим, плотный картонный бокс, обратите на это внимание. Очень хорошее покрытие Soft Touch. Как вы видите, здесь идет голографическое золочение надписей, что делает ее такой более презентабельной. То есть можно даже презентовать кому-то на подарок. То есть действительно очень красивый инструмент. Открываем с вами колоду. Что мы здесь видим? Видим непосредственно надпись и сами карты. Вот такая шикарная коробка. То есть все идет как произведение искусства. Причем хочу вам сказать, что это стандартная версия. Одна из, скажем так, бюджетных вариаций данной колоды. Почему? Потому что существует несколько вариантов. Есть вариант колоды в таком же оформлении 12 на 7,5 сантиметров, ну то есть стандартного размера, но края там будут чисто черные. Возможно, кому-то это больше нравится или комфортно с таким инструментом работать. Мне ребята прислали с золотым срезом. Видимо, знают, що я як сорока полюбляю усе золоте. Тому ось так. Поэтому мне с золотом. И у них еще есть лимитированная версия в большой шикарной деревянной шкатулке. Там, конечно, идет совершенно другой размер карт. Он больше, он уже, знаете, идет, ну, наверное, для съемок фото или видео, либо вот кто делает, как я говорю, такие какие-то уникальные, создает контент на ютубе, то для вас действительно тот вариант будет более знаковым, более значимым, более презентабельным. Ну и, конечно, немножко будет отличаться. Почему? Потому что там идут дополнительные арканы, 2 экстра карты в той лимитированной, скажем так, коллекции, потому что здесь только одна, я вам сейчас покажу, и там идет шелковая матовая ламинация в люксовой версии, здесь двухсторонняя глянцевая. Сейчас с вами будем все разбирать поэтапно, но вы должны понимать, что размер тех карт 14, почти на 9 сантиметров, то есть они, как у меня лимитированная серия Таро «Темный особняк», наверное, сейчас вам покажу для сравнения, чтобы вам было понятно. Так, сейчас с вами достанем. Вот, это у меня, я приобретала лимитированную версию, то есть обратите внимание, какой будет размер карт. Не всем удобно работать с таким большим размером, то есть кому-то да, кому-то нет, поэтому учитывайте эти моменты при покупке колоды. Ну и как вы видите, безусловно, покрытие Soft Touch очень мягкое. Видите, двухсторонняя такая вот матовая ламинация. Здесь же будет двухсторонняя глянцевая. Помимо всего прочего, они действительно добавляют сюда экстра карты, плюс сертификат. Здесь уже как полностью пронумеровано, подписано.
Поэтому это уже идут как коллекционные такие вещи. Это уже, наверное, назовем в большей степени как масс-маркет. Плюс в боксе, который идет больше, там помимо всего прочего, у вас будут идти помимо огромной красивой подарочной коробки и сертификат, и мешочек, и экстра карты. А здесь только сама колода. Меня часто спрашивают, почему они не вкладывают в инструкцию. Ну, потому что, по сути, это оракульные колоды по системе Райдера Уэйта. И здесь, ну, для тех, кому нужно, вы берете любую книгу по Уэйту и работаете. У них на сайте вы можете просмотреть или пообщаться с автором, и вам могут скинуть мануал к любой колоде в электронном формате, то есть если для вас это необходимо. Но они непосредственно не вкладывают его в саму коробку. Итак, что мы видим? Колода шикарного качества. Идеальный срез. Как мы видим, нигде ничего не кошлатится, не осыпается. Карты очень плотные. Обратите внимание на толщину карт. Думаю, вам видны. Устойчивы к деформации. И что мне нравится, почему люблю такие более жесткие картонные коробки, потому что, соответственно, это влияет на сохранность вашей колоды. Она на магнитной защелке, поэтому, соответственно, ваши карты будут защищены от каких-либо деформаций. Ну вот, здесь такая промо-карта. Если вы помните, в предыдущей колоде там был аркан Луна, аркан 22 года, аркан двухликости выбора. А здесь они уже заявляют о ситуации, которая идет в 22 году. То есть это идет как блиц-карта, карта разрушений, карта Божьего провидения, карта кармы. Ну, в какой-то степени, можно сказать, карта рока, карта наказаний. И вот видите, здесь на 23 год, опять же, идет такой вот блиц. Карта отшельника, карта мудрости, поиск света, поиск духовности, эмоционального личностного роста. То есть это переосознание, трансформация многих жизненных целей. Вот к чему нас ведет текущее положение вещей. Ну, сейчас будем с вами просматривать колоду с позиции визуального ряда. Я не буду долго задерживаться и рассказывать вам подробно по каждому из арканов. В большей степени я свои видеообзоры позиционирую как просмотр галереи, то есть визуальный ряд, чтобы вы поняли для себя, прочувствовали, подходит вам данный вариант колоды или нет. Ну, хотите ли вы приобретать его себе в коллекцию. Единственное, что для меня является минусом колод с глянцевой ламинацией двухсторонней, видите, они бликуют. То есть у вас должен быть идеально выставлен цвет, если вы проводите фото или видеосъемку, потому что это будет влиять на качество картинки. Итак, как мы видим здесь, дурак. Карты, видите, рамочные, внизу идут не подписаны, поэтому даже если вы являетесь начинающим тарологом, для вас не будет проблемы, не составит труда понять, где какой аркан. Потому что, видите, все образы, они читаемы, они узнаваемы, и ничего нового для себя вы здесь не подчерпнете. Очень красивый аркан жрица. Сама колода, как вы видите, выполнена в таком графическом мультипликационном стиле. То есть кому нравится такой визуальный ряд, то колода однозначно вам зайдет. Она мне несколько напоминает Таро универсальный ключ по прорисовке, по подаче. Поэтому для кого та колода является любимой, уверена, этот инструмент вам тоже зайдет. Обратите внимание, какая шикарная колесница. Сила. Видите, здесь вместо льва пантера. Немножечко преобразили. Но смысл тот же. Отшельник. Вот этот период трансформации, который нам всем предстоит в 2023 году. Колесо фортуны. Обратите внимание на интересную подачу аркана правосудия. Здесь, как мы видим, девушка, которая умеет глотать ножи. То есть, сейчас объясню. Кого-то это может убить, кого-то это может сделать сильнее. Также и правда или видение ситуации. Для кого-то смерть, для кого-то спасение. Вот здесь аналогичная подача. Повешенный. Посмотрите, как здесь подан аркан смерти.
умеренность. Кстати, многие мне говорят, что чем-то похожа прорисовка, ну, частичное и сходство на колоды аниме. Не могу сказать, что это так, я здесь аниме ряда не вижу, но действительно подача такая очень интересная. И вот обратите внимание на аркан башни. Колода по энергетике в любом случае легкая, она не является темной, не является тяжелой, поэтому, когда мне часто спрашивают, все-таки какой брать инструмент, как с ним работать, эта колода относится к нейтральной, то есть она не является такой мимими, какой-то совсем такой лайтовой, но и вместе с тем не является темной, поэтому подойдет даже для начинающих практиков. Вот этот аркан Луна, который был у нас предвестником 2022 года. Если вы помните, я делала годовые расклады, использовала данный аркан. Если интересно, пересмотрите. Так вот, это знаете, как сорвать маски. Сорвать текущее, ну как открыть текущее положение вещей. Очень интересная подача. Солнце. Видите, быть в центре внимания, сиять. Здесь не идет речи, вот как мы привыкли, о деторождении, да, и так далее. Это просто как сила энергетики, мощь вашей харизмы, мотивация, возможности. Вы в центре внимания. Суд. Аркан мир, смотрите, как прорисован. Не совсем традиционная подача, но очень интересно. Так, теперь перед нами мазь жезлов. Стихия огня. И здесь, видите, изображены в большинстве воины как символ энергии, символ воинственности, достижения результата, целостности. То есть, видите, я не могу сказать, что прям энергия разрушения. Я бы даже назвала иначе. Энергия достижения. Поэтому здесь изображены люди очень яркие, харизматичные, с лидерскими качествами. То есть идти до конца, несмотря ни на что. Так, это у нас карты двора. Очень красивая королева жезлов. Так, король жезлов. Теперь у нас пошли кубки. Очень красивый аркан. Видите, прорисовка легкая, она читабельна, то есть нет отклонений от классической колоды. Поэтому здесь идет ясность и понимание того, о чем говорят здесь карты. Вот та же шестерка кубков. Детство, беззаботность, ностальгия. Люблю карты этого издательства. Почему? Потому что отличного качества, я бы сказала, отменного. Долго вам прослужит, однозначно будут вас радовать. Мечи. Здесь уже пошли у нас самураи. Даже обратите внимание, десятка мечей, насколько она здесь не является тягостной или пагубной, она все равно в себе несет энергию возрождения. То есть колода сама по себе, она пропитана теплым светом, теплой энергией. Карты очень красивые. Возможно, у меня гаджет искажает цветопередачу. Но действительно очень красивая прорисовка и подача карт. И мне нравится, что, знаете, идет насыщенность цветов, контрастность. Не люблю блеклые колоды. Или как у нас
часто делают сам издат или, допустим, что-то там просто выпускают какие-то авторские колоды на типографиях постсоветского пространства. Вот там качество действительно оставляет желать лучшего. Здесь такового нет. Видите? Да, и немножко, ну как, искажена здесь интерпретация, потому что в данном случае, видите, пятерка пентаклей. Здесь не два человека мимо церкви. Здесь как уже пожилая женщина, ветхая старушка, которая, ну, вынуждена жить, прятаться в лесу. Видите, как нет ресурсов, дождь, нет урожая. Ну, пентакли у нас это эльфы. Очень красивая десятка пентаклей. Королева и король пентаклей. Вот такой быстренький, кратенький просмотр галереи этой колоды. Колода очень яркая, очень интересная. В любом случае буду делать на ней расклады. Посмотрим, как она будет с нами взаимодействовать и коммуницировать. Но однозначно этому инструменту ставлю твердую пятерку. И не потому, что мне колоду прислали на обзор, как многим из вас могут подумать. Нет, действительно качество, которое, знаете, как... не только нравится, приятно брать в руки, вы понимаете, что это будет достойный предмет в вашей коллекции. То есть одна из жемчужинок карт Таро. Я вас искренне благодарю за просмотр. Если данная колода, возможно, у кого-то уже есть в работе, напишите, как она с вами взаимодействует. Нравится ли она вам, нравится ли информация, нравится ли подача и вообще ее энергетика. Но с вами не прощаюсь. Как всегда, до новых встреч и до новых обзоров.